Здорово, народ. Это вот это, да? Ну что, протестируем в движении Insta 360 X4. Но пока из этого, изнутри автомобиля. Посмотрим, как что изменилось. Снимаем 8К. Вот. Цветовой профиль яркий поставили. Ну, ставил через камеру. Возможно, это, через телефон, через приложение, там есть их больше, выбрать можно. Чуть не помню. Но для начала попробуем. Так, пока все научишь, пока все выучишь. Звук запишу на камеру и запишу отдельно через микрофон. Что ж, диджей, посмотрим, что это. Есть ли смысл или нет. Позавчера делал такой первый тест. Просто на улице прошелся, так чуть-чуть. Микрофон впечатлил. Они еще продают эти, что ж такое, эти шумоподавляющие, эти, как его, накладки, или как их называют. Ну, короче, кошка мертвая, или как она там правильно называется. На микрофон и на камеру цепляются. Ну вот, интересно, как она там что работает. Ну, это если обходиться без ресивера, без дополнительного. Просто микрофоном встроенным. То вот решили не эту проблему. Ну, а так камера, конечно, тяжелее, толще, шире и выше. Но то, что она там шире и выше, мне все равно. И то, что у нее там этот дисплей, он тоже 300 лет нужен. Если бы они оставили тот кругленький, который был на X2, так ничего бы не изменилось. Потому что я работаю только, я с ней работаю только через приложение телефона. Не знаю, может это вот это. Но я так привык. Вот. А потом я там попробовал рефрейм сделать, шортик в студии прям. Снимал, я шел просто по улице, каштан там цвел. И шмелек там летал. Ну вот я шортик 9:16 поставил рефрейм, выбрал диапазон, где там этот шмелечек видно, где он там, мы приближались к нему, и поставил, выделил шмеля, и чтобы за ним не следила камера или программа, чтобы рефрейм делался, и шмель был в центре. Ну, отработало хорошо. Вот. Отработало хорошо. Прям удивительно. Там всего лишь 13 секунд. Из них, наверное, шмель секунд, наверное, 8, 9, 10. Ну, а это так перед ним снял. Ну, в общем, замечательно. То, как там шмелек шевелился, и камера его отследила. Ну, или слежка в программе отследила. Пустили мы дядьку, чтобы он ехал. Вот так вот. Ну, для
темноты. Все то же самое. Это вот сейчас, когда с дюймовым выйдет РС уже с 8К, вот там светочувствительность у него в ночное время будет немножко другая. Но на первый взгляд, вот то, что я прошелся там по улице и снял, но на первый взгляд, конечно, это 8К по сравнению с 5,7 шикарно. Разница была видна, ну а как сейчас будет, посмотрим. Ну и интересно посмотреть. Вот, прикол. Уже пишет в один файл. Вот. Тогда возникает вопрос. А нужна ли студия, чтобы его сшивать? Потому что я протупил, я вывел, экспортировал. А что она сшивает тогда, если там один файл? Может, этот файл уже можно сразу брать и загружать в редактор? То есть его сшивает камера, получается? Я и не туда. Ну, раз она пишет в один файл, получается, да? Но это не факт. Это все равно там, может, какие-то вещи должны происходить. Но проверим. Вот сейчас это. Сейчас это запишем и приедем, поставим обрабатываться. Ну, загрузим его и посмотрим. Что такое черное поехало? Ух, красивая. Land Rover. Что-то как-то чуть-чуть позже выехал. А мне нужно было еще в этот банкомат заскочить. И не насильно позже я выехал-то. Я с дома выехал все как надо, а просто заехал в этот. И немножко время протянулось, и что-то как-то так уже это... Пробочка небольшая, но это такая. Это нормальная пробка, это пробка, которая едет. Кстати, ребята, прикол, я заказывал просто стандартная комплектация. А в ней было защитные линзы. Но они классно сделаны, молодцы, уже, конечно, сделали классно. Уже не клеится, ничего, раз, защелкнул. Уже вот. И и
чехол какой-то, или как ее правильно назвать, не знаю, он с одной стороны закрывает все, но это прочитал термо, потому что это чтобы охлаждалась камера, тепло, ну, до 44 градусов с ней он охлаждается она, но все-таки 8К. Вот. Ну, кабель зарядки и все. И тряпочка для... Чехол, естественно, ну, чехол где-то тут. Вот просто такой вот. Там внутри два кармашки для линз, наверное, для чего-то. Еще один такой маленький кармашек длинный. Ну, я туда положил эту, как его, тряпочку эту. Вот. Я не понял, откуда у нас пауки тут внутри машины. Отпустим на свободу. Да хрен там, ну вылез. Вот. И больше ничего. Заказал дополнительно 2 батарейки. Вчера написали, что напишите заявление на возврат денег. Продавец не может их послать. ОК. И адаптер для микрофона заказал. Но хочу попробовать ресивер поставить и прям записывать. И зарядка для батареек. Ну вот батарейки вчера стопнул, тормознул. Деньги вернут, ну еще раз закажем. Вот. Что-то меня гудит, не пойму, где-то это. Да не закрыто вроде. Вот. А тут заказал 2, больше не надо. У меня в X2 было 7 батареек. Но там, ну, учился, как, чего, куда. Ну, там бывало почти все вырабатывал, смотря где был, куда ездил. Потом купил за такую удлинитель 1,20 м, а он с зарядкой. И, в общем, хорошо он работал. С камерой был у меня там косяк, потому подключишь, поставишь, и он сразу идет, питание идет с удлинителя, с пауэрбанкера, так называемый. А потом, если ты выключишь камеру, остановишь запись, или там что-то просто выключил запись, или еще что-нибудь, ну, я не знаю, мало ли, что там у тебя случилось, и опять включишь, зарядка не подключалась. Я уже забыл, что там надо, я уже не помню просто, что, после того, как включишь, нужно будет принудительно включить зарядку с камеры, вот, с камеры, с пауэрбанки, с этой зарядки, с этого удлинителя, нужно принудительно включать, потому что он уже после того, как он там находится, и происходит остановка записи, он берет запись с камеры. Это что тут такое, блин? Тут беда какая-то, что еле едет, блин. Ну, бывает такое. Вот. Поэтому вот потом уже такое кольцо батареи не нужно, и поэтому я купил только 2 еще дополнительных, мало ли где чего. По этой пишет, 8К снимает, что-то там оно 78 минут, что ли, ну что-то такое. Так же самое, как и 5,7 на той батарее, тоже там час 15, час 20 она, час 20 нет, час 15, час 13, что такое она выдерживала. И тут плюс-минус то же самое будет, но уже 8К. А в 5,7
Она с ним будет снимать что-то больше 2 часов, что ли. Да, что-то 120 минут там было написано. Но точно не помню. Вот. Ну, не знаю, кто будет в 5.7 снимать. Хотя для рефреймов в одну линзу, блин, просто бомба. И здесь сделали еще 4К, снимаешь 100 кадров в секунду, блин, ну замедленные. Ну в одну линзу. Тоже классно, не было раньше этого. Вот. Ну все, лет. Так, года 3-5 лет и 12К будет. Ну и, естественно, все потянет за собой потом.